Интересное кино получается. Чёртовы куклы! Что за хрень ты смотришь? Пойдем уже! Нечего тут оставаться! Ай, блядь! Ну ты ловкаш, Холокач. Я просил поймать мою пилот. А нахуй ты кидаешь, как Роналду? Ребят, не забыли, что вы пришли за эксклюзивом от легендарного Диггера. Они удивленно поглядели на меня, но после между собой молча сверлили глазами, как бы утаивая обиды, но после начали глотать пиво. Да, я был самым знающим среди них. Я Антон Клапан, младший сотрудник научного института НИИ Ростов. Валерий Дикий Огурец, наш новичок, и Георгий Спик, мой подопечный из Этановского НИИ Аятовщика. Залезли всеми известный водоканал. Блять, как он называется? Чуменка. Анауда. Точно. Варшомская. Ну да, забывается что-то от многочисленных посвящений на заброшке. Но допав. А знаете, кто такие городские куклы? Это типа тача или быца. Долбоюб. Сюда на скандал. Это неестественные штуки, напоминающие кукол или манекенов. Их обычно видят во всяких подземельях и наземных заброшках. Наши старшие братья, конечно, могли придумать, чтобы нас запугать. Но страшилки про них стали частью нашего движения. Но к чему я это подвожу? Вас хуже тащат на мои походы. Потому помимо монтеров, бредущих солевых, нас могут в теории встретить куклы. Реально? А хули ты раньше об этом не рассказал? Да помолчи ты! Если внимательно слушать будете, вы не выйдете из каждой заброшки. Так вот, если встретите такую чертовщину в темноте, вы, естественно, будете бежать в страхе и сгинете в ближайших канавах. Легенды гласят, что эти куклы могут оживать или двигаться. Иногда другие лазерщики специально оставляют такие объекты, чтобы напугать нас или проверить на прочность. Это может быть частью посвящения в наш коллектив. А может, это МГИ братья их оставляют? Да с какой нахуй, кстати, ты тут МГИ приплел? Ты даже симулятор музыки башен 100 часов не наиграл и только в общих серваках как лох играл. Ебаный Спик. Блядь, ты своими тупыми расспросами от основного разговора отвлекаешь. Клапан, может ты расскажешь, как защититься от этой хуйни? Клапан. Извините. Кукла может оказаться не просто манекеном, а чем-то более серьезным. Она может быть частью ловушки или предупреждением о том, что место занято нахуй. Ебать! Я, походу, подобное встречал. Когда лез в научный институт Спартака 7-8 и искал там конденсаторы. Что? Это ты когда успел туда залезть? Это еще до того, когда его иностранные специалисты прижились и начали сносить НИИшку. Там такая стояла хреновина, что я построил кирпичный завод. Страшно, в общем, об таком рассказывать. Видно, что-то скрывалось там, раз такое появилось. Кисн, и я продолжу. Вы спрашивали, как защититься, а вот самую базу и поведаю. Главное, не паникуй. В момент моего рассказа раздался где-то шорох. Моя неспокойная братва со страху посмотрели на темный проход, но ничего страшного в нем не увидели. Только бесконечный мрак ебаный. А я даже не дернулся и не пёрнулся, ведь в этом бетонном кишке из говна и мочи вполне себе обживались грызуны. Со всей альфа-гигаческим невозмутимостью продолжил свой рассказ. Он может быть просто местной шуткой или куклой. Сделай снимок или запиши видео. Наши ребята точно посмеются, но ни в коем случае не трогай. Хуй знает, чем он наполнен внутри. А вот знаете, что есть еще чертовы куклы? Да нет. Чертовыми куклами называют-то. То выглядит ужасно до усрачки.
станции, когда подобное произойдет, появится у вас складное бешенство. В нашем сленге паника, ран будете до потери пульса, и никакими средствами вам не помочь. Пиздец! И не задумывались? Почему иногда я вас называю внуками среди нас, организаторов? Принято называть тех, кто поверил в этом проекте. Тут я не сдержал поток своего гогота, смеялся от всей души, пока голос чуть не охрип. Мой зловещий план для запугивания дружков выполнен. Ах ти зачарен, об ти здох в динашке. Ну ладно вам, интерофис. Как сигнал кричал мое наручное устройство. Печаль обидел всем, но все, ливать пора. Хотели они того или не хотели, сколько бы пива не вызвали, а по домам нам всем надо было идти. Но как только мы вылезли из трубы, направили фонарики к выходу. Всех приветствую! Вещает снова Гжегош Курваджа. Сегодня на повестке таинственная пропажа популярной скульптуры из Центрального музея Нижнеспермска. По словам подозреваемых в лице охраны, он испарился за долю секунды после выключения всего электричества в здании. Проводится расследование. Что же это было? Грабеж в ночи неизвестными личностями? Или в этом замешана сама охрана? В скором времени мы получим ответы. Спасибо, что вы нам предоставили опоры от локомотивов. И все же, у вас не найдется лишнего манекена, из которого не жалко сделать скульптуру. Знаете, у меня в кладовке завалялся один такой. Недавно его реставрировал от нападков малолетних пранкеров. Так что можете забрать за символическую цену. Согласны? Согласен. Возьмем в ближайшее время. Thank you.